Доброго времени суток. В начале, как обычно, две важные новости. Во-первых, ко мне обратился брокер Финам и попросил рассказать о том, что они проводят хакатон для алготрейдеров. Думаю, вам это будет интересно, тем более там есть денежные призы. Вот сайт мероприятия, ссылка будет в описании. Тут можно ознакомиться с условиями участия. У хакатона есть две секции по созданию торговых роботов и по созданию ПО для трейдеров. Так что даже если вы не умеете создавать ботов, но обладаете знаниями программирования, то можно поучаствовать. Я посмотрел примеры кода на трейдапе Финама, в принципе там ничего сложного нет, если у вас есть базовые знания программирования и алготрейдинга, конечно. А если вы создавали ботов через API слабо, то уж точно советую поучаствовать. Вот тут разбивка по денежным призам. Мне лично очень нравится номинация «Самое оригинальное использование TradeAPI». Там, думаю, можно придумать что-нибудь очень интересное. Так что, если вам интересно, обязательно регистрируйтесь, тем более времени осталось не так много, хакатон уже идет, а регистрация закрывается 10 мая. Если кто-то из вас займет там призовое место, то можете оставить весточку в комментариях, мне было бы интересно узнать, как все прошло. Во-вторых, это видео некая проба пера. Я хочу далее создавать подобные короткие ролики, которые посвящены небольшим алгоритмам. Какие-то идеи буду брать из моих личных разработок, какие-то алгоритмы будут общеизвестными, возможно, с какими-то моими модификациями. Главный критерий, что они будут короткими и относительно простыми с точки зрения сборки. Хотелось бы услышать, как вам такая идея и такой формат, только сначала посмотрите это видео и заодно скажите, как оно вам. У меня потенциально есть очень много контента для подобного формата, собственно, поэтому я решил попробовать его сделать. Если будут пожелания, что можно сюда добавить с точки зрения структуры и вообще, то пишите в комментариях, может быть нужен более подробный разбор идеи или более подробно рассказывать про кубики для тех, кто не смотрел мой базовый курс, или еще что-нибудь. В любом случае, буду рад всевозможным пожеланиям. Есть цель сделать много полезного контента для вас, вот пытаюсь ее достичь. Также вы теперь можете поддержать мои труды криптовалютой. Если вам полезны мои видео, ссылка на кошелек будет в описании. Еще напоминаю про свои телеграм-каналы. Их теперь два. Один основной, где я публикую только важные вещи по теме алго, то есть редко. Второй личный, где я могу позволить себе постить и свои мысли, и фотки из путешествий. Но в основном там все тот же контент про алготрейдинг, только в очень большом количестве. Так что если вдруг вам мало контента про роботов, то ссылка будет в описании. Ну а теперь приступим к разбору сегодняшней идеи. Недавно я изучил так называемую стратегию аллигатора и сделал на ее основе несколько алгоритмов, которые себе внедрил в ботов. В общих словах идея там такая, что рынок анализируется через призму трех скользящих средних. Они должны встать в определенную последовательность или определенным образом пересечь друг друга. В общем, в интернете, как и в моей голове, можно найти много вариаций, как использовать три скользящие средние между собой. И один из первых алгоритмов, который я реализовал на основе анализа трех скользящих средних, это алгоритм для поиска импульса. Мы его и разберем. У меня есть вот такой вот скрипт, где уже на график выведено три скользящих средних. Маленькая выведена зеленым цветом, средняя синим, большая красным. Вот так вот это выглядит. И идея заключается в следующем. Когда у нас маленькая скользящая средняя пересекает сначала среднюю, а потом большую достаточно быстро, то есть между вот этим пересечением прошло малое количество свечей, мы считаем это за резкий импульс. Далее, после появления импульса можно либо ждать отката, либо сразу входить в позицию, можно использовать это как фильтр. В общем, много вариантов использования можно придумать и модификации на основе данной конструкции, что я сделал в будущем, но основа у нее, собственно, такая, и эту основу мы сейчас соберем. Что нам понадобится? Нам понадобится сделать событийную модель, так что если вы не знакомы с данным термином, посмотрите у меня на канале ролик «Алгоритмика номер 1», там как раз я на еще одном простом примере объясняю, как работать по событийной модели для алгоритмизации каких-то идей. Итак, какой у нас план? Для начала мы запомним событие, что мы пересекли среднюю скользящую среднюю маленькой скользящей средней. После этого запустим счетчик. И когда мы пересечем более старшую скользящую среднюю, мы этот счетчик, соответственно, обнулим. И в конце мы еще сделаем дополнительное условие, которое будет замерять размер импульса. То есть, условно, мы можем определять импульсы только большие, маленькие или средние. Вот такой у нас план. И, соответственно, приступим. Первое, что нам нужно сделать, это написать условия пересечения. Поэтому достаем логическую формулу. Я назову ее mid up cross, то есть пересечение средней скользящей. И здесь, соответственно, пишу
Вот это маленькое скользящее среднее, это просто кодовое название алгоритма, которое я использую в, скажем так, своей системе базы данных идей, чтобы не запутаться в них. Очень, кстати, рекомендую называть какие-то алгоритмы кодовыми словами, чтобы потом проще ориентироваться и искать, какие идеи мы хотим применить. Итак, у нас маленькое скользящее среднее на текущей свече оказывается больше. При этом на предыдущей свече она у нас была меньше. Я просто скопирую это выражение сюда, поменяю здесь знак на меньше либо равно и добавлю сюда индекс минус 1. Это у нас обычная логическая формула пересечения. Сделано. Второе событие, которое у нас должно быть для фиксации пересечения, это что у нас среднее скользящее находится ниже, чем самое крупное. То есть видим, именно вот эта ситуация нас интересует, когда мы пересекаем их последовательно. Сначала среднюю, потом крупную. Здесь, соответственно, мы пишем, что у нас среднее меньше, чем крупное. Готово. Это будут наши условия на запоминание события. Достаем из торговой математики кубик И, подключаем. Теперь нам нужно определить, когда нам нужно будет наше событие сбрасывать. Напомню, в чем заключается конструкция запоминателя событий, что у нас есть обновляемое значение, на который подается, давайте мы сейчас как раз и достанем, назовем его словом event, поставим обязательно галочку «Не очищать», и здесь к нему присоединим константу, которую я обычно называю one, делаем вечно равные единицы и отправляем на обновляемое значение. То есть у нас обновляемое значение может принимать только два числа, либо единица, либо 0, когда мы его очищаем. Единицу оно примет, когда мы найдем вот это вот пересечение первое, то есть мы пересекли среднюю, когда мы должны очищать наше обновляемое значение. Либо, если у нас произошло обратное пересечение, то есть, например, как вот здесь, мы пересекли среднюю, но до более старшей не дошли, пересекли ее обратно. Наше событие нужно очистить, то есть счетчик нужно будет обнулить. Мы будем считать, сколько времени мы пересекали. Поэтому здесь я напишу mid down cross. Открою эту формулу. Так, пересечение сверху вниз у нас выглядит так, что на текущей свече мы находимся ниже, а на предыдущей свече мы, соответственно, были выше. Подключаем сюда все скользяшки. Готово. И еще одно пересечение для обнуления. Это когда мы уже... Так, давайте скопирую лучше вот с этой формулы. Когда мы пересекли снизу вверх, соответственно, большую нашу скользящую. То есть, когда произошло вот это событие, мы точно так же счетчик обнулим и уже зафиксируем, подходит нам наше событие или нет. Здесь, соответственно, пишу big up cross. Так, маленькое скользящее среднее на текущей свече у нас находится выше, чем самая крупная, а на предыдущей свече она, соответственно, была меньше, чем самая крупная. Готово. Так, достаю кубик или, подключаем сюда, подключаем на очищение и выведем наш кубик event на график, посмотрим, как это выглядит. Итак, вот, это выглядит следующим образом. То есть у нас случилось первое пересечение, кубик event стал единицей, и он нам запустит в дальнейшем счетчик. Случилось второе пересечение, он у нас обнулился. И вот здесь как раз ситуация для проверки. Случилось пересечение снизу вверх, да, оно было здесь два раза. Не дошли, опустились вниз, наш кубик event обнулился. Отлично, теперь мы привязываем к нему счетчик. Соответственно, берем логическую формулу. Так, возьму лучше, чтобы у меня названия не дублировались, просто пустую. Все равно мы никак их не используем. Здесь я пишу, что у меня кубик event равен единице. Создаю еще одно обновляемое значение. Называю его, пусть будет cross counter. И достаю кубик формулы. В нем пишу, что cross counter плюс 1, это основа любого счетчика. Подключаю его, соответственно, сюда на вход. Считать мы будем, когда событие единица равно,
когда наше событие равно нулю, мы, соответственно, уже считать не будем. Так, выведу теперь событие event на левую сторону, а наш счетчик вот сюда, гистограммой. Запустим. И вот видим, что как раз у нас началось пересечение, мы начали считать количество свечей. Теперь нам нужно в момент, когда мы пересекаем нашу большую скользящую среднюю, и при этом у нас кубик event показывает единицу, посмотреть на значение счетчика, и если оно меньше какой-то константы, то есть пересечение произошло достаточно быстро. Вот здесь мы всего за 2 свечи успели пересечь обе скользяшки, здесь за 3 свечи успели пересечь, вот здесь вот уже за 7 свечей. В общем, понятно, можно по-разному. Тут, кстати... здесь мы обнулили, все нормально. Значит, нам нужно итоговую нашу логическую формулу, в которой мы, соответственно, что прописываем. Итак, что у нас первое произошло? У нас произошло пересечение большой скользящей. У нас уже есть вот эта логическая формула, так что я просто могу вписать ее название. Вот, в данном случае это означает, что вот эта логическая формула, она выдала истину. То есть, если я просто вот так напишу и дальше сделаю и какое-то еще условие, вот эта запись, она равносильна тому, что вот здесь будет написано равно true. То есть, выдала истину. Давайте для простоты понимания сделаю так. Второе наше условие какое? Что кубик event у нас выдает единицу. То есть, у нас наше событие действует. И наше третье условие, что счетчик ниже константы. Cross-counter находится меньше константы. Константу, кстати, надо создать, поэтому я скопирую кубик one, поставлю его на оптимизацию. Здесь напишу SMAFS. Давайте назову его time. Вот так. И наш счетчик должен быть меньше SMAFS time. Готово. Так, выведем теперь эту логическую формулу на основной график и посмотрим, когда она нам будет выдавать истину. Так, кубик time выдает 5, но мы видим, что ничего не происходит. Почему ничего не происходит? Надо разобраться. Единственный способ, чтобы разобраться, почему у нас что-то не работает, это вывести все на график. Поэтому предлагаю вывести сначала логической формулы, что event равен единице. Я, наверное, выведу это вот сюда гистограммой. Выведу вот эту логическую формулу тоже на график. То, что у нас произошло пересечение большой скользящей средней. Так, и посмотрим, как они, скажем так, соотносятся. Кстати, где эта формула? Интересно. Почему-то она у меня галочки не было. Вот, и мы видим, что событие пересечения сработало вот здесь, а событие, что event равен единице, оно уже к этому моменту обнулилось. То есть обновляемое значение event, оно обнуляется раньше, чем у нас, соответственно, происходит пересечение. Для этого мы вот здесь вот поставим минус единицу, чтобы соотнести их вместе. Надеюсь, понятно. Вот так вот проблему решили. Теперь вот тут вот галочку Backup Cross снимем, перезапустим скрипт, и вот у нас появилась зеленая гистограмма, которая как раз сигнализирует о том, что у нас нашелся импульс, который произошел достаточно быстро. И проверим теперь, что вот здесь у нас сколько было? 7 свечей. Мы его тоже замерили. Хотя у нас написано, что 5. Видно, да, то есть тоже не соотносится. Здесь у нас точно такая же ситуация. Когда у нас произошло пересечение, счетчик уже равен нулю. Поэтому нам вот тут вот точно так же нужно добавить минус 1. За счет того, что мы вывели все на график, мы это наглядно увидели. Вот. И сейчас у нас вот этой зеленой гистограммы должно не стать, потому что мы берем не значение счетчика вот на этой свече, мы берем значение счетчика вот на этой свече для сравнения. И да, она ушла. А вот эти гистограммы у нас остались. Все, отлично. Алгоритм проверили, ошибки исправили. Вот эту линию тоже удаляем. И вот мы теперь замеряем, соответственно, наши, скажем так, быстрые импульсы. Вот видим, здесь после него рынок вырос. Кстати, частенько бывают коррекции, я замечал. Вот, но я использую этот алгоритм не для точки входа, а для управления позицией. Поэтому у меня немножечко другая логика в моих скриптах. Пока для точки входа я его не использовал. Так, теперь нам осталась вторая часть нашего ролика. Это добавить сюда условия на размер импульса. Как я хочу это сделать? Я хочу это сделать не замеряя цену close, а я хочу замерить именно сколько прошла скользящая средняя вот отсюда
до сюда, то есть конкретно насколько выросла сама скользяшка. Для этого в момент первого пересечения мне нужно запомнить само значение скользящей средней, и когда у меня произойдет второе пересечение, просто сравнить текущее значение с вот этим, посчитать его относительное приращение, и если оно окажется больше или меньше константы, тут уже можно выбрать, какой нам импульс нужен, маленький или большой, мы будем, соответственно, наше импульсное движение определять. Итак, чтобы замерить нашу скользяшку, мы ее сначала запомним. Назову это старт SMA. Запоминать мы будем нашу маленькую скользящую среднюю в момент, когда у нас случился импульс. То есть, когда у нас произошла... Нет, вот эта формула может произойти еще раз. Напишем вот так, что сейчас импульс равен единице, а на предыдущей свече импульс был равен нулю. То есть это как раз момент, когда у нас произошел рост нашего переменной event. Кстати, почему-то она здесь называется var. Вот, видим, то есть здесь у нас event был 0, здесь он у нас стал единицей. И в этот момент мы запомним значение скользяшки. Посылаем его сюда. Очищать мы будем, когда у нас event равен нулю. И чтобы это удобно... в принципе, оно и так удобно выведется на график, поэтому мы просто подаем старт SMA вот сюда. Делаем его линии без нулей. И таким цветом же оставим. Так, только нужно сделать его толще. Сделаю я его четверкой. Пусть он у меня будет оранжевым и пунктиром. И вот видно, появилось наше значение скользяшки как раз в момент первого пересечения. Создаем еще одну константу. Назову ее SMA FS Range. Берем логическую формулу и в ней прописываем, что SMA маленькая минус, получается, старт SMA разделить на старт SMA должно быть, я хочу, чтобы мы искали, например, точно так же быстрые короткие импульсы. То есть мы сделаем, что у нас будет меньше. В принципе, это можно загнать в оптимизацию. Выбор того, какие импульсы мы ищем, вот, через логическую константу. Но это уже вы сможете улучшить самостоятельно. Так, отлично. И теперь, кстати, самый последний момент. Мне нужно понять, вот один из вопросов, который часто возникает у людей, а как понять на оптимизации, какую константу ставить. То есть, какой размер у меня вот этого импульса может быть, там, 2-3% вот эти движения. Самый простой способ это выяснить, опять же, это вывести на график. Поэтому мы возьмем кубик формулы, возьмем новую графическую панель, и вот это выражение, то есть SMA, текущее маленькое значение SMA минус его стартовое значение, мы выведем на график. Как мы это сделаем? Вот так вот просто вставим, подключим все элементы и гистограммой, собственно, выведем, чтобы понять, какое значение рейнджа нам ставить. Но, во-первых, видно, что здесь он уходит в плюс бесконечность, потому что в какой-то момент старт SMA обнуляется. Но нам значение, скажем так, вот это отношение импульса нужно знать только когда у нас существует наше событие event, то есть когда мы пересекли среднюю скользяшку. Для этого я сделаю такую хитрость. Я напишу, что event равен единице, спрошу у t слабо. Если он равен единице, то я буду выдавать формулой, соответственно, вот это значение. Если он не равен единице, я буду выдавать 0. И гистограммы его так вот выведу. Вот, видно, как интересно получается. То есть теперь она у меня вот здесь уходит в 0. И вот я вижу, соответственно, отношение маленькой скользящей средней к моменту пересечения. Кстати, эту гистограмму можно тоже как-нибудь использовать. И примерно посмотрим, какие величины она принимает. Вот 0.005. 0.306, да, то есть довольно маленькая. И если буду указывать переменную range, то, скорее всего, она у меня будет где-то от 0, 3 нуля, там, двойка, с шагом, наверное, таким же. А вот максимальные значения, давайте посмотрим, какие-нибудь большие импульсы поищем.
Ну вот, в принципе, было достаточно много, там 2 нуля, тройка. В общем, принцип, как подбирать значения для коэффициентов, понятен. Это просто выводить на график, смотреть, как поток данных, какие значения он может принимать. Если мы размер скользяшек увеличим, например, я большую поставлю 600, маленькую 300, точнее среднюю 300, а маленькую, например, 50, то у меня вот эта размерность, она вырастет, уже стала вон 2 нуля, девятка. То есть тут нужно соотнести, какие у нас примерно могут быть величины, и сюда все грамотно занести. Просто в последнее время мне часто задают вопрос, как подбирать значения коэффициентов. И вот решил заодно вставить это в видео. И теперь мы две вот эти логические формулы на скорость пересечения импульса и на его размер подключаем сюда. Так, где у меня основной график? Он вот здесь. Выведем. Выведу еще SMIFS Range на график. Сделаю его красной линией и поставлю как раз, пусть будет так вот 0.009. Ну, кстати, это очень мало, потому что я периоды скользящих увеличил. Можно один нолик убрать. Один нолик убираем, получается уже много, но все равно нас это устроит. Так, и вот у нас был, кстати, импульс. И он был... я поставил... Да, и он был меньше. Значит, наш кубик И должен был выдать истину. Но истину он не выдал. У нас здесь тайм был слишком большой, да? Ну, давайте его повысим. Было 5, пусть станет 70. Вот. И, да, здесь выдаем. А теперь понизим его до 0, 2 нуля, единицы. Вот так сделаем. И сейчас у меня импульс не должен определиться. Так, нет, он все еще определился, потому что та же самая проблема. Пересечение появилось тогда, когда уже данная гистограмма обнулилась. Поэтому мы здесь добавляем -1. Всегда обязательно нужно проверять, как у нас все работает. Так, и выводим теперь на график вот эту итоговую И. Делаем ее гистограммой, а вот эту я ее уже стер. Отлично. Так, открываем график и, соответственно, смотрим. Так, вот у нас моментик. Давайте поставим под него, значит, значение time 200, значение range. Сколько оно у меня тут было? 0,04. Значит, поставим 0,05. Проверяем. Что я смотрю на обнуляющуюся эту? Так, вот здесь у меня отлично все было. 0,05. Теперь поставим, например, 3 нуля, пятерку. И у меня должно... Да, уже этой линии нет. Все правильно. На этом ролик заканчивается. Напоминаю, что если вам такой формат будет интересен, то пишите в комментариях. До новых встреч, хороших алгоритмов и стабильных прибылей.